Здравствуйте, невероятные белорусы! С вами Марина Никандрина и моя еженедельная рубрика «Вернемся в правовое русло». К сожалению, задержания продолжаются. И пока одни делают вид, что ситуация в стране нормальная, другие ходят на районные марши и не сдаются, несмотря на жесткую позицию власти. Оказывается, можно что-то нарушить, хлопая в ладоши, выходя во двор или за покупками в магазин в одежде политических цветов. Это, видимо, какое-то новое понятие в юриспруденции, которое никак не закреплено в нормативно-правовых актах. Но чего только не придумаешь, чтобы остаться в теплом кресле судьи. Сегодня поговорим о ситуации, когда задерживают родственника или близкого человека. Первое – это поиски. Для начала нужно набрать 102, спросить, есть ли у них человек в списках, при этом обязательно уточнить у сотрудника на линии его фамилию, причем не один раз, чтобы он понимал, вы записываете того, кто вам помог, либо не помог в поиске. Если по 102 сказали, что они не знают, где находится человек, то чаще всего его можно найти в районном отделе милиции по месту задержания. Также есть телеграм-каналы со списками задержанных. Это списки Окрестина и Весна. В этих каналах есть чат-боты, и вы можете публиковать там информацию о пропавшем. При этом обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и предполагаемое место задержания. Это облегчит поиск. Также можно приехать в ближайший РУВД. Если задержания массовые, то списки есть у волонтеров, которые там дежурят. Если нет, то звоните в домофон, называйте фамилию и уточняйте. Вам, скорее всего, скажут, есть такой у них человек, либо нет. Если человек в РУВД и его не отпустили после оформления протокола, то до суда его переведут либо в ВВС Жодина, либо Окрестина. Если не нашли человека по спискам, к сожалению, нужно позвонить 103 или на крайний случай написать заявление о пропаже человека. Второе – суд. Как правило, суд проходит на следующий день после задержания. Судит человека за исключением Жодина в том же суде района, что и оформлявшее его РУВД. Ищите информацию о суде в вышеуказанных телеграм-каналах, либо на стенде в здании суда. Желательно присутствовать на заседании. Во-первых, это моральная поддержка задержанному, а во-вторых, после вынесения постановления могут не сказать, на сколько суток осужден ваш родственник. Третье. Передача. Человека задержали и осудили. Ему необходима передача. Ее может передать близкий родственник, родители, дети, супруги, а также родные и двоюродные братья и сестры. При этом обязательно иметь паспорт. Если человеку жизненно необходимы лекарственные средства, их можно привезти и передать с 8 утра. Для передачи нужна справка или любая бумага от врача, подтверждающая диагноз. Можно передать контейнер для линз и очки. Все, что вы передадите до вручения арестованному, подвергается досмотру. В каждом ИВС свой день для передачи. В связи с тем, что в данный момент запретили передачи в места содержания, можно говорить о том, что появился еще один изощренный метод пыток. Есть женские гигиенические средства первой необходимости, отсутствие которых не просто доставляет дискомфорт, но и вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Это обусловлено снижением иммунитета и высокой вероятностью проникновения инфекций в организм. Целенаправленный подрыв женского здоровья – очередное подтверждение цинизма режима. Хочу отметить, что ваших близких помогают искать волонтеры. Среди них есть те, кто дежурит возле РУВД, ходит на суды. Они передают передачи и составляют списки. Пожалуйста, привозите им чай и другие необходимые вещи. Давайте помогать друг другу и поддерживать. Живе Беларусь!